Чё-то сегодня у меня разорванные чувства. Ночью даже было +3 всего лишь. Представляете? По местным меркам это холод-холод. Всего лишь +3. Сейчас на улице, наверное, градусов 17-18. Солнышко светит. Но с утра ощущение, что очень нервозное какое-то, непонятное. Не знаю почему. Прошел Меркурий ретроградный. Народ активизировался, засуетился. Поэтому, если вы смотрите, подпишитесь. Да, я вам покажу цветущие тут цветочки в парке. Если не знать, что декабрь месяц, можно было бы подумать, что это какая-нибудь, не знаю. Очень, кстати, вот я сижу здесь в парке, очень похож на апрель в Туапсе. Давайте я, опять же, нервозное состояние сегодня, непонятно почему, расскажу вам про Туапсе. Значит, в Туапсе жила моя бабушка. Она родилась на Украине, прожила там много времени. И потом они переехали с дедушкой в Туапсе. Нужен был морской климат, потому что дедушка горел в танке, у него была астма, и он не мог дышать холодным, сухим воздухом. Нужен был влажный, субтропический. Ну вот Туапсе. Он работал в порту, не знаю, в порту, наверное. Вот. Я в детстве очень много раз спускался там, где вот корабли, Туапсинский судоремонтный завод, пирс, причальная стенка. Я спускаюсь покупаться прямо вот там, вот, где корабли ремонтируют. Все ноги изрезаны об мидии. Ходил к дедушке на работу. Он в многих местах, почти ну вот, если Туапсе представляете, он работал, если смотреть на море, то с левой стороны, я забыл, как называется предприятие, от Еврахима, а потом он долго работал на СРЗ, судоремонтном заводе. Вот. Помню, что я там ходил, купался в море. Ну вот, сухой док видел. Значит, по поводу Туапсе. Туапсе переводится как две воды. Это черкесское, адыгейское название. Там действительно вот море, река Туапсинка есть. Находится Туапсе в долине реки. Даже не одной реки, а нескольких. Как я понимаю, есть река Паук со стороны Краснодара, со стороны Агойского перевала. Есть река Туапсинка, такая большая, это вот вторая большая долина. Посередине есть телевышка. И плюс еще часть, ну, помимо того, что Туапсе находится вот в условно равнинной части, есть еще районы, которые находятся на горах. Например, известный микрорайон Звездный. Дедушка с бабушкой жили в центре, на улице Галины Петровой, в здании над детским миром. И я очень много, конечно, ходил пешком и бегал по Туапсе. Оттуда у меня такое хорошее здоровье, потому что в детстве были нагрузки. По поводу районов Туапсе. Ну, центр это Сталинки, как раз около улицы Галины Петровой. Господи, забыл, как Карла Маркса, кажется, улица какая-то была там. Я, честно говоря, название уже не очень помню. Значит, дом-книжка в центре есть. Это такая достопримечательность Туапсе. В детстве ходил туда, смотрел, как пожарные тренируются, какие-то выступления были. И, в общем, исторический центр Туапсе – это Сталинки,
частично хрущевки. Сейчас там настроили точечно новых домов. В частности, за этим домом с книжкой. Домом книжкой. Ну, он такой вот, как раскрытая книга. И, наверное, центр весь вот такой вот. Смесь Сталина как хрущевок. Новых домов там мало. Если в сторону от центра, то есть районы с 9-этажками. Ну, вообще, на самом деле, я думаю, что Туапсе это больше частный сектор. Многоэтажная застройка, такая вот комплексная многоэтажная застройка. Если я правильно помню, это Звездный микрорайон, он находится на горе. Если бы я выбирал, где жить, я бы выбрал микрорайон Звездный, как один из вариантов, потому что он хоть и близко к НПЗ, да, надо сказать, что в Туапсе есть, я бы не назвал его именно Туапсе курортным городом, потому что в Туапсе есть 2 промышленных предприятия, ну, условно 2. Первое — это нефтеперерабатывающий завод, микрорайон Грознефть. Ну, по сути, это, если смотреть по правилам, левая сторона, левый берег реки Туапсинки. Огромный была Туапсинская нефтебаза, потом завод, ну, в общем, огромное предприятие, чуть ли не вдоль всего левого берега реки Туапсе. Поэтому микрорайон Грознефть, там есть жилые дома, есть частные дома, есть 5-этажки, но я не знаю, захотите ли вы сейчас селиться рядом с НПЗ. И второе предприятие — это условно порт. Понятно, что там много юрлиц, но это порт, это терминал, вот эта известная синяя большущая крыша, большой сарай с синей крышей. Это терминал Еврахима, и на самом деле, ну, вот вся бухта — это от нефтетерминала в устье реки Туапсинки до с правой стороны от реки на правом берегу реки Туапсинки. И вот вся бухта — это Еврахим. Потом, как я понимаю, порт сейчас СРЗ, бывший судоремонтный завод, стал морскими воротами для приема всяких грузов. Ну, то есть он перестал быть судоремонтным заводом и стал просто частью порта, где принимают и отправляют грузы. Да, я знаю, что еще помимо удобрений отправляют, по-моему, уголь и, наверное, пшеницу какую-нибудь отправляют. Ну, уголь точно. Перевалка идет в порту. Вот. И судоремонтный завод находится на левом берегу реки Паук. Ну вот, наверное, в самом центре, около вот этого дома книжки, я бы не захотел жить, потому что там все-таки пыль летит угольная, пыль с удобрений летит. Ну, нет. И около НПЗ я бы не захотел жить. А вот Звездный, мне кажется, интересно, потому что он находится на горе выше Туапсе. Туда, конечно, есть определенные проблемы с проездом, потому что в Туапсе проблема пробки существует огромная. Это, мне кажется, одна из самых негативных особенностей Туапсе, то, что там есть вот этот вот единственный мостик через Туапсинку, около торгового центра Красная площадь. Ну, понятно, мостик появился в начале, потом уже торговый центр. Но вот этот мостик, это, по сути,
чуть ли не единственная дорога на Сочи, получается. И почти всегда там пробка. Ну, может быть, за исключением каких-то редких новогодних дней. Ну, нет, не новогодних, наоборот, а каких-нибудь дней в феврале. Дело в том, что в саму Туапсе, вот в правобережную часть, если по реке Туапсинки мерить, в правобережную часть Туапсе можно приехать двумя путями. Можно приехать через Джубгу, как большинство людей едет по трассе М4 Дон. А можно приехать через Шаумянский перевал, и вы будете проезжать, ну, то есть поселок Шаумян, потом куча-куча всяких маленьких поселочков, очень таких живописных, красивых, на память там Георгиевская, ну, то есть Шаумян, Георгиевская, Кривеньковская, если она там, что там еще, Индюк, Кирпичный, ну, куча их всяких маленьких, я, простите, не все их на память помню. Очень живописно они, летом там нет толчаи туристов, осенью красивые вот эти горы. Ну, до моря надо ехать на машине или на автобусе. Там электричка ходит, как раз железная дорога проходит в туннеле под Шаумянским перевалом. Так что там есть еще и электричка какая-то, наверное, на Майкоп или на Горячий ключ. Ну, на Горячий ключ навряд ли она останавливается. Черт его знает, не помню. Вот. То есть вот в правобережную часть Туапсе можно доехать несколькими способами. Как сказал, и на поезде, потому что вокзал находится на правом берегу реки Туапсинки, и двумя способами на машине, на автобусе. А вот левобережная часть, где НПЗ находится, там, конечно, есть несколько мостиков технологических, но вот основной открытый мост, это около Красной площади, и там вечная пробка. Вечная пробка, поэтому если вы живете на Звездном, вы как бы живете уже одной ногой в Сочи. Жителям Звездного подфартило. Ну, в общем, от Туапсе они отрезаны. Там есть пешеходные мостики ближе к морю. Но, по-моему, они не автомобильные. Я, честно говоря, давно там не был. Когда я крайний раз был в Туапсе? Наверное, до пандемии, до 2020 года. Вот. То есть... Звездный, да. За Звездным есть серпантин, который выходит, и еще один перевал, который, собственно, отрубает Туапсе от Сочи. Потом идет поселок, значит, населенный пункт, господи, Весна, если я правильно помню. Это я все на память, ребят. Я не пользуюсь сейчас картой, просто по наитию. Ну, хочу поделиться. И действительно, я люблю Туапсе, это мои детские воспоминания. Город превращается в промышленный. Раньше он был смешанный, курортно-промышленный. Сейчас он, конечно, больше промышленный. Воздух, там качество воздуха становится хуже. Но вообще Туапсинский район, это курортный район. Вот, соответственно, если вы едете южнее Туапсе, проезжаете эту Весну, и потом у вас, по-моему, Гизельдере называется поселок, уже за перевалом. И пошли там Гизельдере, Шипси. Ну, там прям уже субтропики видно. Хотя и в Туапсе пальмы растут. Так. Около реки Паук. Вообще, Туапсе находится на горках. Поэтому там есть, если я помню правильно, как они называют. Значит, как же она, старая дорога? Нет, не помню, как она называется. Значит, в Туапсе есть несколько дорог. Можно проехать в сторону Краснодара вдоль порта и СРЗ, и выехать на микрорайон Паук. Проблема этого микрорайона, если вы там находитесь и живете около Паука, то Паук, как горная река, выходит из берегов иногда, поэтому не селитесь. Это общее правило для горных рек.
не селитесь рядом с горными речками, вот в непосредственной близости. Между речкой и вами должно быть 50 метров по вертикали. Это вот гарантированно даст вам то, что вас не затопит. Ну вот как раз вдоль Паука есть много пятиэтажек старых. И там, кстати, вообще вот вдоль реки Паук очень похоже на Сочи. Такая же вот набережная, такие же пятиэтажечки, как рядом с... как в Сочи, рядом с гостиницей «Жемчужина». Вот, ну, видимо, в одно время застраивались. Ну, там можно найти, можно в горку найти пятиэтажки. И... основная проблема, насколько я помню, Туапсе, это то, что там чехарда с этим газом. Раньше газа не было, и газа, в смысле природного газа не было, и во дворах были емкости для, как я понимаю, большие емкости, закопанные с пропан-бутаном. И, соответственно, плиты работали на пропан-бутане. Еще, кстати говоря, бабушка вот в этом доме жила, который на Галины Петровой. У нее была газовая колонка. То есть, и, кстати говоря, может быть, это одно из лучших решений, потому что отопление, как я помню, с детства отвратительно работало, хотя котельная была недалеко во дворе, наверное, там и осталось, но все равно отопление работало отвратительно. Поэтому колонка — это хорошо, и многие дома, я думаю, в Туапсе из старого фонда, они на газовых колонках. Вот чем эти колонки топятся, ну, я могу предположить, раньше они топились пропан-бутаном, как продуктом, получаемым от перегонки нефти на том же НПЗ. Под Сочинскую Олимпиаду вроде бы протащили в Туапсе ответвление для природного газа, но насколько он систематически поступает, я, честно говоря, не помню. Периодически захожу, читаю туапсинские форумы и телеграм-каналы и жалуются, что вот, там не хватает газа, опять проблемы с газом. То есть я бы сказал, что в Туапсе есть проблемы с газом. В разных районах по-разному, но они по-прежнему остались. Лучше стало, чем раньше, но по-прежнему они остались. Про проблемы с электричеством я не помню. Не на слуху у меня в самом Туапсе. Вода там жесткая, с многим содержанием, многими солями жесткости поступают. Ну, вроде бы я тоже не помню, чтобы были такие проблемы в Туапсе с водой, как, например, в Сочи. О, господи, в Сочи оговорился. В Новороссийске и Геленджике. То есть с водой, с водоснабжением вроде бы в Туапсе лучше. Есть, как раз я начал говорить и перескочил, есть оползневые участки в Туапсе. В частности, вот старая дорога, кажется, она называется. То есть есть нижняя дорога вдоль порта и СРЗ, и потом на Паук она выходит. Вдоль реки Паук идет, и потом в сторону Краснодара. Есть старая дорога, это бывшая дорога основная между Краснодаром и Туапсе, центром Туапсе. И вот эта старая дорога, она существенным образом ползет. Я забыл, честно говоря, как называется этот район, где она ползет. Но вы легко можете погуглить и найти, что вдоль этой старой дороги где что ползет. Соответственно, чтобы вы не встряли, не купили дом или не квартиру в многоэтажке на ползущей земле. Кстати, да, по поводу ползти. Туапсе на самом деле находится в сейсмоопасном регионе. Туапсе регулярно трясет. Ну, не сам город в меньшей степени, но в море перед Туапсе, почитайте по новостям, регулярно, ежегодно, по много раз происходит той или иной силы землетрясения. То есть, ну, вряд ли они сейчас вызывают какие-то там разрушения зданий, но подвижки грунта они вызывают. Особенно если идут дожди, грунт обводнен,
более подвижен, и тут толчок происходит. Помните, наверное, лет 10 назад, где-то так, был оползень на въезде в Туапсе, и прям кусок дороги обвалился, и люди не могли толком заехать в Туапсе, и за чуть ли не год его чинили, этот отрезок дороги перед старым постом ГАИ. Вот, то есть основная проблема в Туапсе из-за землетрясений происходят подвижки грунта. Ну и в принципе есть оползневые участки. Так что внимательно смотрите. Оползневые участки должны быть обозначены на карте землепользования и застройки. Правила землепользования и застройки, и к ней идет карта. Там есть оползневые участки. Ну и, кстати, на кадастровой карте всегда смотрите кадастровую карту. На ней есть все те ограничения, которые могут у вас быть в отношении участка. Кстати, генплан, по-моему, Туапсе уже поменяли. Вон там курицы кричат сзади, но это чайки. Генплан Туапсе сейчас поменяли, поэтому смотрите внимательно, какая у вас земля, какого целевого назначения, чтобы не оказалось, что вы там на сельскохозяйственной земле купили участок, а не на ИЖС. Если бы меня спросили, где бы я хотел поселиться после Звездного, несмотря на то, что там есть пробка, но в принципе, наверное, можно к ней привыкнуть, как-то построить свою жизнь так, чтобы не зависеть от этой пробки настолько сильно. Наверное, бы я поселился в микрорайоне, который вот от порта идет вверх. Там есть такой ресторан «Нептун». И вот в районе этого ресторана «Нептун», где-нибудь вот на этой горе, выше ТМТП, Туапсинский морской торговый порт, вот, помню название такое, выше ТМТП я бы поселился. То есть между центром Туапсе и рекой Паук. Вот на этой горе бы я поселился. Там есть участки оползневые, но можно найти что-то и не оползневое. Это если хочется поближе к морю. Но если подальше, подешевле, наверное, вдоль реки Паук, вот туда бы, в сторону Шаумяна, выбрал бы какой-нибудь маленький поселочек. Там бы поселился, не очень далеко. А может быть, вдоль реки Паук бы посмотрел. Там есть тоже очень живописные такие вот местечки. Только не селитесь, пожалуйста, рядом с кладбищем за автоколонной, если я правильно помню название мест. Вот не селитесь. Там, в сторону кладбища настроили много домов. Но честно, мне жутко селиться и мимо тебя. Хотя оно, наверное, может быть, уже и не работает. Ну, ладно. Вот. Так. Если вы вдруг не хотите жить в самом Туапсе, то можно переехать Агойский перевал. То есть железная дорога, конечно, там уже не присутствует. Железная дорога уходит в сторону Шаумянского перевала. Можно переехать Агойский перевал, приехать в поселок Какой. И это, конечно, любовь всего моего детства и юности. Там у бабушки с дедушкой была дача. И хотя дача была, скажем так, существенно далеко от моря, но как раз вот эта удаленность позволила мне закалить свой организм, потому что приходилось ходить пешком через... Долина реки Агой вообще прекрасна. То есть она по размеру, как долина реки Туапсинки, огромная такая. Там даже аэропорт был когда-то в 60-е годы, и взлетное поле до сих пор есть. Красивое место. Сам поселок Агой находится далеко от моря, но там все вокруг садоводческие товарищества. Можно выбрать на любой вкус и цвет. Чистый воздух,
хорошо продувается, попрохладнее, чем в Туапсе, потому что как раз Огойский перевал не дает теплому воздуху прямо вот так вот заходить в эту долину. Но это только для местных жителей. Кстати, местные жители в основном приезжают купаться в Огой, потому что там очень глубокое море. По сравнению с тем же городским пляжем в Туапсе, минимальный сброс фекальных вод в реку Туапсинка, то есть практически чистая вода течет. Каменный такой хороший чистенький пляж. А вот, кстати говоря, на городском пляже в Туапсе там часто, я помню с детства, что камешки были с кусками мазута от этих кораблей, которые там балласт сбрасывают. Ну, в общем, море в самом Туапсе жутко не рекомендую вам. Жутко грязное, сильно не рекомендую, оговорился. Я просто вспомнил, что у меня дочка как-то плавала на пляже, на диком пляже, так называемом, вот, дальше реки Туапсинки. Там, кстати, у Туапсинки Паука, то есть там, где около СРЗ пляж. И вот мы там плавали, купались, и она прям какой-то ротавирус что-то подхватила, и уже недели две мучились с пищеварением, с инфекцией, с температурой. То есть, если вы собираетесь в Туапсе купаться, отходите максимально далеко от речек. Если это речка Паук, то уходите далеко туда, в сторону Огоя. Там, кстати, нудистский пляж вроде. А если вы со стороны поселка Весна, то уходите как раз в сторону этого поселка подальше. В общем, рядом с речками не рекомендую купаться, вода будет грязная. А вот в Огое, да, там, где бы вы ни пошли купаться, вода будет чистая, потому что, ну, в принципе, людей там немного живет. И там же тоже где-то есть в сторону Туапсе нудистский пляж. Это я подогреваю ваш интерес к тому, чтобы вы приехали, покупались в Огое. Там палаточные лагеря вдоль этого взлетного поля. И вообще туристическая была Мекка, потому что есть же еще мыс Кадош, и это Киселева скала. Это там, где снимали фрагменты фильма «Бриллиантовая рука» на этой Киселевой скале. Ну, там, кстати, лучше не купаться, хотя я купался. Отдельно расскажу вам историю эту про мои воззрения. Почему не Киселева скала плохо? Потому что выше Киселевой скалы находилась мусорка городская Туапсе. Сейчас она вроде бы рекультивируется, я, честно говоря, не очень помню. Но, в общем, сами понимаете, какие-никакие стоки там есть. И на мысе Кадош, кстати говоря, там раньше и, по-моему, сейчас есть микрорайон. С точки зрения внешнего, ну, как бы вот кайфа жить в красивом месте, с красивым видом на море, он такой же прекрасный, если не прекраснее, чем звездный. Но с точки зрения хрен доберешься, мыс Кадош прям очень хрен заберешься. Но если вы никуда особенно далеко не собираетесь выезжать, то, наверное, вот прям если хочется жить на природе, на природе, но в многоквартирном доме, я не помню, кстати говоря, что там с коммуникациями, вообще, сколько эти дома обслуживаются, но там такое немножечко дикое место, мыс Кадош, очень красивое, по-моему, там особо охраняемая природная территория, если я не ошибаюсь. И там красивые горы, можно побродить, и вид на море просто сногсшибательный. Но все-таки далеко от цивилизации. Так, да, Огой. Это северный, скажем так, пригород Туапсе. Если вы на пенсии, если вы с деньгами, потому что в Огое особой работы нет, если хотите жить на красивой природе, без суеты туристической, вот можете выбирать поселок Огой. А если хочется вообще вот такой вот немножко дикости и аутентичности, то дальше в гору можно проехать, есть поселок Агуй-Шапсук, и там вот вообще вот жизнь на природе. Вот, бывшая Куйбышевка.
Так что, да, с Огой начинается вот череда пансионатов вдоль Черного моря. И пошло-поехало волна, автотранспортник, и там есть какие-то садоводческие товарищества. Но с точки зрения поближе к цивилизации, но без всех минусов, Огой в этом плане получше. И пляж там, конечно, лучше, чем с моей точки зрения, пляж там лучше, чем в Гизельдере, потому что там не ходит, допустим, железнодорожный транспорт. То есть там такое тихое, чисто курортное место. По-моему, никакой... Раньше был какой-то деревообрабатывающий завод в Огое, сейчас, по-моему, ничего там нет из цивилизации. В смысле, чисто курортная инфраструктура. Вот, и ничего уже не осталось из промышленности. Вот вам такой Туапсинский район, как я его... Ой, даже не Туапсинский район. Нет, конечно, Туапсинский район больше. Есть большой Новомихайловский поселок, почти город. Есть Джубга, там почти город. Есть Ольгинка, тоже очень красивое место. Ну, вообще, весь Туапсинский район красивый, но давайте на Туапсе сегодня и ближнем пригороде завершим. Ставьте мне лайки, подписывайтесь обязательно. Меня очень мотивирует ваша подписка, мотивируют ваши комментарии. Спрашивайте. Да, кстати, вот предлагаю, чтобы я вас не забалтывал, предлагаю вам задавать мне вопросы по конкретным населенным пунктам побережья Краснодарского края. В каких-то я бывал часто. Ну, то есть, понятно, Огой я знаю буквально на ощупь, закрытыми глазами. Куда идти, где там можно в какой-нибудь якорной или инженерной щели. Ну, так любят называть всякие долины речек на Черноморском побережье щелью. Мамедова щель, якорная щель, инженерная щель. То есть спрашивайте меня адресно в комментариях, о каком месте я должен вам рассказать. И поскольку я прожил в Краснодарском крае и проездил по побережью почти 50 лет, я вам с удовольствием расскажу о Черноморском побережье, которое я считаю, ну, безусловно, изюминкой Краснодарского края, единственным настоящим таким курортом, со таким своеобразным микроклиматом, плюс-минусы. Спрашивайте в комментариях, пишите, о чем рассказать, я вам расскажу. Спасибо, что смотрите, ставьте лайки. Ну, а если вам не понравилось, ставьте дизлайки. А сейчас в отдельном видео обязательно найдите, я вам расскажу историю из моей жизни, большой и долгой семейной, и как я понял, что мы живем в мультике, как что мы живем в симуляции реальности. Но это отдельное видео для конспирологов.